Если вы когда-нибудь приедете отдыхать в Турцию на море вот в это время, в июне, в июле, обязательно съездите на лаванду. А вот и турецкие Мальдивы, озеро Салда, белый берег и голубая водичка. Красота! Представьте, что вы идете по холодцу, вот такое ощущение. Но это не страшно, это даже как-то так, необычно. А впереди супер-супер голубая красивая вода. Привет из Турции! Сегодня мы едем на очень-очень красивую экскурсию. Покажем вам восточный Прованс и турецкие Мальдивы. Сейчас 5:30 утра, а домой мы вернемся только поздно вечером. Это групповая экскурсия. Всех участников забирают прямо от дома или отеля. Едут по всем курортам Аланьи. Нас из Авсалара забирали последними. Вечером всех, конечно, развезут обратно. По пути мы встречаем рассвет и слушаем истории о жизни в Турции. Экскурсия уже началась. Первая остановка – завтрак на водохранилище Караджаорин. На входе большой сувенирный магазин. Рай для тех, кто ищет необычные подарки из Турции. В этом магазинчике очень много сувениров с розой, лавандой, натуральная косметика, мыло, чаи, варенье, чего только нет. Цены хорошие, и можно что-то вот купить уже прямо сейчас. Посмотрите, как необычно оформлены турецкие одеколоны. Парфюм с лавандой. Вот такая коробочка 5 лир стоит, большая 10. Очень необычно. Мы приехали на водохранилище и остановились тут на завтрак. Здесь можно заказать турецкие блюда. Вот есть гюздеме, разные тосты, супчики. Можно заказать целый турецкий завтрак. Цены причем хорошие. Вот за 25 лир, например, ой, за 28, можно взять вот такую вот тарелочку. Омлетики тут разные. Тоже цены хорошие. Вот от 12 до 24-25 лир. Горячие блюда. Рыбка. Еще рыба. Кебабы. В общем, выбор очень большой. Ну и вид, конечно, здесь просто шикарный. Позавтракать с таким видом замечательно. Это место очень любят турки. Они часто приезжают сюда с семьями, чтобы вкусно поесть, отдохнуть в тени деревьев и полюбоваться голубой водой. Водохранилище Караджаорин – одно из самых живописных мест в окрестностях Анталии. Отсюда открывается чудесная панорама на горы Торос и хвойные леса. Это гармония голубого неба, кристально чистой воды и зелени. Здесь так легко дышится, а еще получаются красивые снимки. Мы с удовольствием подкрепились завтраком и пообщались. Рядом находится река Аксу, которая славится рыбой. В этом месте вы всегда можете купить свежую форель и другую вкусную рыбку. Ну а мы поехали дальше. Сытые, довольные, веселые. По пути любуемся пейзажами и слушаем турецкую музыку. Атмосфера потрясающая. А эту остановку ждали все девушки. Идем покупать косметику и сувениры на основе розовой воды. Цены тут очень приятные. От выбора разбегаются глаза. Маленький розовый рай. Обязательно купите лукум с лепестками роз. Вкуснотища. Кофе с ароматом роз. Пахнет вообще очень-очень вкусно. Интересно, как это на вкус. Наверное, похож на кофе с ароматом лукума, который мы когда-то пробовали. Наш гид Татьяна рассказала нам, что Испарту, место, куда мы едем, называют цветочной столицей Турции. Вместе с организатором Лилией они вообще открыли для нас Турцию с новой стороны. В описании к видео оставим их контакты. Свяжитесь с ними, если хотите увидеть самые красивые места, такие, куда редко возят отельные гиды. Мы выбрали нестандартную экскурсию и очень этому рады. Мы уже в провинции Спарта. Приближаемся к поселку Куюджак, который называют турецким Провансом. Это горная деревушка, в которой уже около 30 лет выращивают лаванду. Об этих местах знает даже не каждый турок, что уж говорить о туристах. В конце мая-июня тут цветут розы, а потом приходит время лаванды.
Вот так выглядит турецкий Прованс. Посмотрите, как здесь красиво. Лаванда цветет. Вот такие огромные кусты. Я почему-то думала, что они пониже и растут вот не такими пучками. Жалко, что камера не передает этот аромат. Здесь пахнет просто божественно. Жужжат пчелки, но они не страшные. Очень здорово, очень красиво. Если вы когда-нибудь приедете отдыхать в Турцию на море вот в это время, в июне, в июле, обязательно съездите на лаванду. Все разбились на группы и гуляют сами по себе. Наш гид Татьяна помогает сделать фотографии, кому нужно. Остальные без конца щелкают фотоаппаратами и восхищаются красотой. На лавандовых полях Турции организованы бесплатные фотозоны. Качели, деревянные окна, яркие велосипеды, беседки, сердца, чего только нет. Многие девушки привезли с собой по несколько платьев и шляпок, чтобы сделать много роскошных снимков. А кто-то приехал просто полюбоваться необычными полями и надышаться чудесным ароматом лаванды. Нам дали 2,5 часа на прогулки и фотографии. Мы наслаждались красотой, пробовали в кафе вкусности из лаванды, искали необычные сувениры. Срывать лаванду нельзя, да и не нужно. Букетики и венки тут стоят совсем недорого. На побережье Турции гораздо жарче, чем в горах, поэтому гулять по лавандовым полям было комфортно. Нас постоянно обдувал приятный ветерок, который приносил за собой пьянящий, сладкий аромат лаванды. Меня очень заинтриговало лавандовое мороженое. Как это? Сиреневое, но без красителей? Пора попробовать. Лавандой не пахнет, пахнет чем-то сливочным. Это так необычно. Я пробовала лавандовый чай, и у него такой яркий вкус, цветочный, лавандовый. И у этого мороженого тоже. Очень вкусно. Никогда ничего похожего не ел. Посмотрите, там прямо кусочки лаванды. Цветочки вот засушенные. А еще тут продают лавандовое варенье, мед, лукум и другие сладости. А сколько красивых сувениров! Советуем купить лавандовый чай, мешочек с сушеными цветами, натуральное мыло и еще пару приятных мелочей на память. А букет можно подобрать под себя или попросить местных мастериц сделать для вас венок. Лавандовые поля – одно из самых невероятных мест в Турции. Ароматная сиреневая сказка, в которой точно стоит побывать хотя бы раз в жизни. С нами на экскурсию поехал профессиональный фотограф. Желающие могли заказать у нее фотосессию, чтобы навсегда оставить этот день в памяти. С холма открывается чудесный вид на горную деревушку и черепичные крыши домиков. Отсюда они кажутся игрушечными, непередаваемые чувства. Время в этом месте летит незаметно. Настало время подкрепиться. Обедать мы будем в деревенском ресторанчике. Вкусно, сытно, очень душевно. Хозяева даже угостили нашу группу сочной черешней из собственного сада. А после обеда организаторы экскурсии сделали нам сюрприз в виде мороженого. Турецкая дондурма в вафельном рожке. Объедение! Сытые и веселые мы поехали дальше. Нас ждет озеро Салда, место, которое называют турецкими Мальдивами. В 1989 году ему присвоили статус охраняемой территории. Салда – пресное кратерное озеро на юго-западе Турции. Оно занимает площадь больше 45 квадратных километров. Находится оно в горах на высоте около 1200 метров над уровнем моря. А
А вот и турецкие Мальдивы, озеро Салда, белый берег и голубая водичка. Красота! Салда – одно из самых необычных озер в мире. Его берега и дно сложены гидромагнезитом, глиной необычного белого цвета. Уникален и химический состав воды. Его можно сравнить только с марсианским ландшафтом. Минералы, обнаруженные в озере Салда, были найдены в составе гор на Марсе. Ученые считают такую воду целебной для кожи. У этого озера очень необычное дно. Там внутри глина, и такое чувство, что идешь то ли по батуту, то ли по какой-то резине, так мягонько, и проваливаешься постоянно. Представьте, что вы идете по холодцу. Вот такое ощущение. Вообще вода в озере должна быть холоднее, чем в море, но она теплая и комфортная. Здесь вот не видно даже ног, она мутная, потому что глина. Но это не страшно, это даже как-то так, необычно. А впереди супер-супер голубая красивая вода. Вода тут играет десятками оттенков синего и голубого. Чем дальше идешь, тем больше удивляешься. Смотрите, какая на дне глина белая. Она очень полезна для кожи. Поэтому я немножко помажусь. Вода и глина лечат дерматологические заболевания. Кожа после них кажется бархатистой. А самое главное, что Салда – невероятно красивое место. Тут от счастья постоянно замирает сердце. Как же прекрасна наша планета! И как хороша Турция! Это не только отдых на море и все включено. Турция – это целый мир. Поля лаванды и роз сменяются густыми лесами, горы голубыми озерами и неземными ландшафтами. Чудеса, они здесь, совсем рядом. Мы провели на озере Салда 2,5 часа и точно знаем, что эти впечатления останутся с нами на всю жизнь. Обязательно побывайте в местах, которые мы вам показали. В описании к видео оставим все названия и наш маршрут, а также контакты лицензированного агентства, которое проводит необычные экскурсии из Аланьи. Ставьте лайк, если открыли для себя Турцию с новой стороны и полюбили ее еще больше. Подписывайтесь на наш канал, впереди еще много интересных выпусков.